Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп зима 2023-2024 года. Как изменится моя жизнь, давайте узнаем. Вот такой вопрос зададим. И узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Карты не расскажут о личной истории каждого. Но я так надеюсь, первое, мы проведем с вами приятное время. И какие-то подсказки или какой-то инсайт, а возможно, просчитать какую-либо свою ситуацию на пару шагов вперед вы определенно сможете. Итак, у нас сегодня две колоды. Колода добра, Колет Барон Рид, и Таро Истока. Вот давайте мы на Таро добра узнаем. Помесячно достанем три карты, которые будут соответствовать месяцам. Декабрь, январь, февраль. Конечно, месяца могут менять последовательность, потому что у каждого своя история. Но, тем не менее, от чего-то оттолкнемся. По мнению карт, что будет из себя представлять декабрь, как изменится жизнь, что у нас будет в январе и феврале. На Таро Истока раскроем три предыдущие карты по сферам жизни. Первая карта достанем. Это будет у нас дела, работа, бизнес. Любые дела, как будут продвигаться. В целом энергетику посмотрим на этот срок. Финансовые вопросы. Давайте узнаем, как карты видят личную жизнь. Неожиданности этого периода. Раз есть неожиданности, давайте достанем карту приятности, что нас будет радовать, что будет помогать. И подытожим, достанем карту совет. Давайте будем смотреть. Вестник огня. Это у нас на декабрь, обратите внимание. Интересная карта, девушка изображена, и на голове у нее венок из свечей. Это вот много идей. Или какая-то многозадачность тоже может быть. С одной стороны, на нас будут влиять обстоятельства нашей жизни, может быть, принимать какие-то важные решения. С другой стороны, это все-таки еще есть и возможности. И вот в этих возможностях где-то мы можем растеряться. Или обстановка вокруг вас такова, что она словно подталкивает вас сделать какой-то важный выбор и от этого уже оттолкнуться. И здесь, поскольку, когда мы всегда на выборе, мы рассматриваем разные варианты. Может быть, много информации, может быть, придется куда-то отправиться, много поездок. Той информации, которая приходит к вам, ее словно нужно переработать еще, проанализировать, потому что, может быть, с одной стороны, что-то окажется фейком, или что-то вы придете к выводу в течение декабря: не жизнеспособна, я этим заниматься не буду. Но вот где-то держать руку на пульсе придется. Придется, может быть, как я сказала, куда-то отправиться, чтобы на местности решить тот или иной вопрос. Или по этой карте нам придется делать какой-то вывод, с кем-то соглашаться, а кому-либо, может быть, говорить нет. Но по карте идет новое приключение. Прекрасно проигрывается творчество, хобби, ремесло, какие-то новые начинания. Это все со знаком плюс. И, безусловно, энергичность. Есть в этой карте такой смысл своеволия, в том плане, что мы хотим осуществить что-то свое. И это со знаком плюс. Словно вас, и это правда, планетарно даже, на вас, на ваш, точнее, знак, мои дорогие девы, влияют планеты таким образом, чтобы вы больше не как чью-либо работу выполняли или чьи-либо поручения, а повернулись лицом к самому себе. Может быть, отчасти это где-то будут страхи или сомнения. Ну, не буквально там страхи, мы чего-то боимся, хотя у кого-то и так может проиграться. Меня смотрят люди из разных стран. Тогда это тоже будет очень мощный, побудительный, эмоциональный мотив, когда я должен или должна что-то в своей жизни менять. Может быть, в принципе, ощущение в декабре как не будет, вот как прежде, по какому-то шаблону. Хочу я того или нет, может быть, мне бы было где-то вот как в прошлом, более уверенно, надежно и спокойно. Но обстоятельства моей жизни таковы, что действительно происходят какие-то
изменения, и мне приходится эти внешние факторы учитывать. Они тоже будут на вас влиять. Но для того, чтобы вы для себя что-то сделали очень важное. Давайте мы посмотрим, что у нас в январе. Туз воздуха, правда? Вот какой-то выход из лабиринта вы найдете. У нас на этой карте изображен Пегас. Пегас, это творчество, конечно, безусловно, будет развиваться, или какое-то ваше ремесло, или вы, допустим, решите именно работать на самого себя или на саму себя. По этой карте идет судьба, рок. Вот именно в этой колоде. Поэтому вот все то, что я говорила, как будто обстоятельства нашей жизни, для кого-то обстоятельства непреодолимой силы, которые мы не в силах как раз изменить, будут влиять на ваши принятые решения. Но из самой патовой ситуации, мои дорогие девы, уже в январе вы как будто находите вывод какой-то можете сделать. Что-то для вас прояснится. Может быть, как раз благодаря вашему интеллекту вы правильно оцените обстановку с учетом какой-то конкретики материальной, да, нашего материального мира. И это открывает для вас новые возможности. Сама по себе карта как раз и говорит о том, что мы можем от чего-то отказаться окончательно или принять очень важное решение, которое словно длиной в жизнь, ну как минимум на несколько лет, так это точно. Давайте посмотрим, что в феврале. Верховная жрица. Вы все как будто знаете. Умение доверять самой себе, самому себе. Слышать подсказки собственной души. Шестого чувства. Может быть, не совсем здесь, вот с одной стороны, материальное что-то, а есть и то, что более значительно, более такое возвышенно, но оно именно формирует ваш материальный мир или ваше благополучие. Вот здесь взаимосвязь идет между нашими идеями и каким-то реальным воплощением. По Верховной Жрице это всегда карта независимости, безусловно. Потому что на Верховную Жрицу невозможно давить. Ее невозможно подстроить под чье-то удобство. Но, с другой стороны, она ни с кем не спорит. Она никому ничего не доказывает. Она действует по-своему, может быть, где-то незаметно. Это карта тайных знаний. И здесь, в первую очередь, познание самого себя. Тут действительно важное решение, все три карты нам об этом говорят, вы будете принимать. И если еще в декабре многозадачность, как я сказала, или много информации, разношерстной, сложно еще как будто распределить все, где реальность, а где то, что какая-то иллюзия. Но, видимо, в начале 2024 года вы сделаете какой-то важный для себя или шаг, или придете к какому-то выводу. Дела, работа, бизнес. Давайте мы с вами узнаем, как в целом. Королева жезлов. Где-то дополняет Вестника огня и говорит, что эта карта, посмотрите, достаточно чистая, как будто помыслы наши чисты. И по королеве жезлов она добивается именно какой-то поставленной задачи. Много активности, достаточно будет физических сил или формы той самой, которая нам дает выдерживать длительное напряжение. Сама по себе королева жезлов это уже где-то самореализация. По этой карте может быть, как знаете, плодотворное сотрудничество, может быть дружба. По этой карте в личной жизни может проиграться как страстные отношения. Почему нет? Кто знает, может быть, это какая-то взаимосвязь с людьми, которая у вас началась со знакомства на работе или со знакомства, или начнется, вполне вероятно, когда вы решаете вопросы, пошли по инстанциям и совершенно случайно познакомились с людьми. Эта карта предусматривает, что мы никому не рассказываем о своих планах. И где-то чужие секреты тоже умеем хранить. И в первую очередь работа с информацией. Несмотря на энергию огненную этой карты, посмотрите, я уже сказала, она такая чистая, холодная. Это здравомыслие, взвешенный какой-то ответ или принятые решения. Много людей, словно в вашем окружении и к вашей персоне проявляют какое-то внимание. К вам приходят за советом. Может быть, прежде это было, но не в таком количестве. Вот здесь как раз дается возможность узнать больше информации путем взаимодействия с людьми, которые будут в вашем информационном поле. Переложить ту информацию, которую кто-то ищет,
на свои реалии и из этого тоже что-то извлечь для себя полезное. Неспешная карта, несмотря на то, что у нас вроде как жезлы. Давайте посмотрим, что у нас в деньгах. Мы не должны где-то бояться, что буквально останемся без денег. Нас не должны сдерживать страхи для того, чтобы осуществить какой-то проект. И если мы говорим о новых начинаниях, как раз у нас с этого все началось. Ведь это может быть все что угодно. Кто-то уходит как в свободное плавание, и личное дело начинает или развивает как-то дальше, или обстановка вокруг вас может так складываться, что нас словно мы не чувствуем уверенности в завтрашнем дне. Вот такое может быть. А по этой карте реальность, она совершенно другая. Поэтому где-то себя не останавливайте. Переходим от какого-то самоосуждения или, когда мы себя сдерживали, останавливали, к самосостраданию. Карта учит быть добрее к собственной душе, к собственным планам, инсайтам, каким-то программам, в которых мы хотим участвовать. И, может быть, не оттолкнуться от того, чтобы все детально просчитать, да, материально. У нас как будто не получится. И это может отчасти вселять, ну, как страх, неуверенность. Но, тем не менее, учимся доверять своей собственной душе. Видимо, для вас это будет важно. Карта ведь нам говорит, что страх искажает реальность. Давайте мы с вами посмотрим, что в личной жизни. Знаете, вот как какая-то трансформация у вас происходит, может быть, не обязательно это будет касаться личной жизни. Хотя, как я сказала, по Верховной Жрице такое может быть. Эта карта в первую очередь говорит о независимости. Независимости, наверное, во всех сферах жизни. И у вас 13-й аркан выпадает на личную жизнь, но личная жизнь – это не только про любовь, про страсть. Это сфера каких-то наших достижений, честолюбивых планов. О чем говорит нам эта карта именно в этой колоде? Нам как будто изображена лошадь, которая скачет по зимнему лесу. Все заснежено, темно, холодно. И карта говорит, вот эти деревья, которые кажутся безжизненными, наступит весна, и все зацветет заново. Сама по себе карта возрождения и трансформации, перемен. И личная жизнь, она будет затронута в плане перемен в течение зимнего периода. Может быть, это будет сопряжено с вашими честолюбивыми планами, а у кого-то проиграется конкретная какая-то ваша личная история. Может быть, это с любимым человеком, может быть, какая-то история с родственниками. Давайте мы немножко раскроем значение этой карты. Зима все же большой период. И первую карту, которую мы достанем, это будет для тех, кто в паре, мои дорогие. Вот что нам подскажут карты. Как видит этот период. Выпадает карта башня. Определенно рисковать мы тут с собой не должны. Хотя могут сложиться такие обстоятельства непреодолимой силы. И нам изображена башня, которая даже на башню не похожа. Есть какой-то дисбаланс между верхней частью в этой карте, я надеюсь, это видно, и нижней. Как будто что-то перегружено, какая-то ситуация достигает своего пика, и мы вынуждены признать, что мы с этим ничего сделать не можем. Что-то было распланировано, но мы не заметили того, или мы не могли предугадать обстоятельств непреодолимой силы, может быть так, и нам придется признать именно тот факт, что мы на какие-то события, которые к нам приходят извне, все-таки это старший аркан, мы влиять не можем. У вас 2 старших аркана и 13-й аркан, если мы говорим про трансформацию, он говорит «пора». Вот, видимо, какая-то ситуация достигает своего пика, когда вам действительно придется принимать решение. Что-то, то, что было утрачено, или на то, что мы не влияем, нам придется отпустить. И, может быть, какая-то обстановка достаточно темновато непонятная на определенный период времени. Может быть, это будет, знаете, как один день вашей жизни, но который окажет влияние на весь зимний период. Или вас заставит словно найти вот этот самый выход из лабиринта. Вот это значение как обновление, трансформация, принять какие-то перемены, потому что словно будущее у нас уже на пороге.
Есть элемент чего-то неизбежного, но это должно быть перестроено в какой-то новый порядок. А вы как раз, мои дорогие девы, умеете из хаоса, из любого создавать порядок. Давайте мы спросим для тех, кто в паре. Это ведь тут могут быть любые абсолютно ситуации, причем скорее они продиктованы событиями извне. Опять же, повторюсь, у нас два старших аркана. Это всегда какая-то обстановка на нас влияет, или события, или ну что-то происходит. Давайте как совет достанем для тех, кто в паре. Ну, по тройке мечей, посмотрите, какая-то ситуация, которая не зимой возникла, это точно, а она возникла раньше, может месяцами, днями. Мы принимаем важные решения, и если предыдущая карта, пусть она нам выпала, ну, где-то на финансы, видимо, какие-то будут вопросы, даже если они сопряжены, допустим, с личной жизнью, или с вашими планами, или с вашей семьей, они будут увязаны еще и с деньгами, с финансами. И где-то вот эти страхи или какая-то минусовая ситуация из прошлого, она нас теперь не ранит. Обратите внимание, сердце как будто прозрачное, ледяное. Мы каких-то ошибок не хотим повторить. Поэтому у каждого, безусловно, по-своему, но перемены какие-то словно неизбежны. Может быть, это будет касаться переезда вашей семьи, к примеру, смену планов либо ваших, либо вашего супруга, новая какая-то работа, адаптация на новом месте. Как будто жизнь мы начинаем в другом ключе. Но это еще пока не есть само начало, а это мы только пытаемся наметить какой-то новый порядок с учетом сложившейся обстановки. И по тройке мечей мы не должны повторить словно какой-то прежний опыт. И здесь по-разному. Но должна сказать, опять же, меня смотрят люди из разных стран по карте башня. Мы как будто, если для кого-то актуально, мы успеваем принять важное решение даже в последний момент, буквально спастись. Вот такое тоже есть. Ну да, как-то у вас дело неожиданно даже для меня самой. Ладно, давайте мы узнаем. Тут по-разному просто будет. У кого-то будут действительно те обстоятельства, которые... Обстановка вокруг вас, когда нужно быстро принимать решения, быстро действовать, быстро делать выводы, быстро подмечать то, что есть в какой-то нашей реальной жизни, и от этого оттолкнуться. Ну, а для кого-то, может быть, и между вами и вашим партнером это будет касаться чувств, либо есть какая-то история со знаком минус, грустная история. Мы должны принять, что мы чего-то тоже не изменим. Для тех, кто в сложных отношениях, давайте мы узнаем совет. Туз монет. Ну, тут, знаете, как благословление. Тут и примириться можете, тут можете получить какое-то известие, можете подписать какие-то бумаги. Ну, наверное, сама по себе карта где-то как возможностей больше, потому что похож у нас все равно монета или пентакль, он похож на колесо фортуны. Значит, вам будет предоставлен случай, к примеру, примириться с кем-то. Или, может быть, человек к вам проявит себя первым. И по этой карте это действительно возможности сгладить острые углы. Или решать любой вопрос, когда мы останемся довольны, одним словом. Потому что это у нас выпадает все-таки как больше возможностей. Давайте мы посмотрим для тех, кто один или одна, возможно ли новое знакомство, королева монет. Ну, вообще я не могу сказать, что нет, с учетом вот всех карт. Но и по верховной-то жрице могу допустить, что больше вопросы самореализации или личная жизнь через какие-то реальности, которые, как знаете, на злобу дня вопросы стоят. Их надо решать. Может быть, не совсем вы будете настроены на какой-то флирт, в принципе, потому что есть какая-то, опять же, реальность. Какова бы вообще, я хотела сказать, мои дорогие девы, не была обстановка сложная вокруг вас, вы все равно найдете выход действительно из этого лабиринта. Посмотрите, две карты, пусть это у нас идут на отношения, сложные отношения, и для тех, кто один или одна, это о чем говорит? Где-то о вашей личности, и в принципе ваша карта, сигнификатор ваш выпадает. Вот как раз по королеве монет она осуществляет все те свои планы, которые зарождаются у нее ментально. Она переводит их в какую-то конкретику. Нет ничего, чтобы у вас не получилось. И из любой даже патовой ситуации, хоть камни с неба, вы, мои дорогие девы,
сумеете отстроить не просто порядок на данный момент, а какой-то еще и прогресс, у вас все равно все дела пойдут в гору. И даже если какая-то ситуация вас ставит в тупик или заставляет пережить какие-то не самые приятные эмоции, это правда, у вас два серьезных аркана, но вы люди, видимо, сильные, и вы сумеете выйти из этого лабиринта. Молодцы. И могу сказать, что финансы-то будут как раз, но мы словно боимся тратить, потому что есть обстановка. Видимо, у каждого по-своему, но не склонны вы, несмотря на то, что зима, много праздников, в принципе, видимо, транжирить. Ну, хотя вас и транжирами не назовешь. Но, к примеру, если бы раньше вы сделали кому-то подарок подороже, то тут вы обойдетесь, что нет, для знака внимания будет достаточно и этого. Вот такое может быть. Давайте мы с вами посмотрим неожиданности. Вы знаете, не случайно я сказала хоть камни с неба. По неожиданностям как раз восьмерка жезлов. Это быстрая смена событий, какие-то новости, изменение вашего курса жизненного словно. Посмотрите, как в этой карте у нас показан словно путь, дорога, которая упирается в солнце, а солнце это всегда удача, успех, радость. И эти лучи усилены, как будто материализованы еще линиями, да, много света, много солнца. Даже в самой сложной ситуации, словно высшие силы вам помогают. Каким образом помогают? Будет приходить нужная информация, и, может быть, вам придется быстро куда-то собраться, отправиться, и где-то не мешкая принимать решение. Мы чего-то не сможем отложить на потом по этой карте. Но это будет, опять же, где-то как побудительный мотив, чтобы вот этот самый выход из лабиринта был найден с наименьшими, допустим, потерями. Мы должны быть счастливыми. И это для того, чтобы вы, может быть, прежде бы вы где-то держались за старое, а здесь для вас вот такие испытания, как будто для того, чтобы вы сделали решительный рывок вперед, какой-то квантовый скачок вы должны совершить. Приятности, правда, по этой карте, карта звезда, исполняются желания. У вас не просто все исполнится, а еще на длительный период времени откроются какие-то новые возможности. По этой карте как будто будущее, вот знаете, действительно прописано в скрижалях небесных. Можно не верить в рок, в судьбу, хотя нам, в общем-то, об этом тоже уже сказали. Значит, влияют на вас те события, которые даже нам тяжело принять как сложившуюся данность. Но это совершенно необходимо для того, чтобы как будто будущее само по себе вас уже ждет. По этой карте сбываются наши мечты, по этой карте мы можем и должны как будто отдохнуть после победы, исцелиться нас приглашает эта карта. Это как свет, вот наша звезда, как свет, как компас во тьме, может быть в период какой-то турбулентности или неизбежных событий. И помощь к вам по этой карте приходит вот именно в тот момент, когда она нужнее всего. Всему свое время. По карте звезда нам тоже об этом говорят. Хотя нам еще и где-то предсказывают после периода, может быть, неудач или каких-то обстоятельств, повторюсь, непреодолимой силы, следом идет период спокойствия, когда все отстраивается, даже если заново, может быть, у кого-то почти как с нуля, я могу допустить с учетом этих карт. Но это карта возможностей и вариантов потенциального будущего. Нас как будто звезда ведет. Не теряйте ее из виду. И это все в приятностях, поэтому где-то как мы сумеем и отдохнуть, сумеем мы в последующем расслабиться, где-то мы себя поблагодарим за то, что, может быть, хватило мужества, решимости принять или сделать какие-то очень важные решения, найти этот самый выход из лабиринта. Карта совет, туз жезлов, посмотрите, правда? Вот несмотря на то, что начинается, да, у нас так мутно непонятно наш прогноз, а заканчивается возможностями. Туз жезлов. Посмотрите, что восьмерка жезлов, что сам по себе какой-то прогресс, важные решения нам придется принимать. Но, знаете, у каждого своя какая-то трансформация. Происходит тот или иной период жизни. Да, есть налицо какой-то кризис, нам об этом говорят. Я надеюсь, что, может быть, не для всех проиграется этот прогноз, но для кого действительно этот самый кризис проигрывается. Мои дорогие девы, тут будет полный вперед. Почему? Потому что посмотрите, какие у вас
выходят карты в неожиданностях, возможности, в приятностях, звезда, все то, что я перечислила. И туз жезлов нам как раз и говорит, дополняя вот этот самый туз воздуха, говоря нам о том, что у нас получится осуществить что-то настолько важное в нашей жизни, которое изменит нашу реальность. Расклад, должна сказать, не самый простой получился. Буду рада вашим откликам, но я надеюсь, что, может быть, вот именно эти карты далеко не для всех проиграются, но кому-то, может быть, и нескольким человекам это важно было услышать. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.